Привет! В 2019 году игре Heroes of Might and Magic 3 исполнилось 20 лет. Сейчас запустить героев на смартфоне не проблема, но даже 15 лет назад попытка затолкать героев в телефон была сродни попытке построить ядерную станцию при помощи коробка спичек и отвертки. А попыток было много. King's Bounty Mobile, Palm Heroes, Age of Magic, Стратегония. Но не они полюбились игрокам. В странах СНГ героев любят, причем настолько, что иногда безопаснее про мать пошутить, чем про эту серию. И в какой же еще части света могла появиться одна из лучших попыток переноса героев по кнопочной звонилке? Тебе в уши вещает Тристам Кей, и сегодня мы поговорим о первой части серии Age of Heroes. Над серией Age of Heroes работали небезызвестные украинцы из Qplace. Сама контора существует примерно с 2000 года, и начинали они с простеньких игр. Издавала Age of Heroes в 2005 году компания Russian Mobile Entertainment. Особую же популярность серия приобрела после выхода Age of Heroes 3, которую, со слов президента компании, успели напирать 100 тысяч раз в первый месяц старта продаж, несмотря на божеский ценник в $3. Age of Heroes — это одна из самых долгоживущих игровых серий для сотовых телефонов, которые суммарно успели наклепать 9 игр, что впечатляет. При этом игры с 5 по 7 — это одна игра, распиленная на 3 части, а 9 и вовсе ММО. Первая часть серии под названием Age of Heroes Армия Мрака вышла 6 июля 2005 года. При этом позиционировалась она в первую очередь как продукт для рынка СНГ, и уже потом ее должны были перевести на другие языки. Еще на этапе релиза первой части изначально планировали создать целую серию игр, то есть от серии к серии должен был меняться сюжет, местность, существа и т.д. Сюжет в Age of Heroes 1 не особо впечатляет. Жил-был герой Валигор в королевстве Тенемерк. Однажды ему привиделось, что в какой-то башне валяется какой-то талисман, способный поднимать мертвых из могил. Так получилось, что Валигорыч вместе с командой проходил мимо этой башни, и на перекуре ему втемяшилось проверить, есть ли там заветный артефакт или не очень. На свою голову он находит талисман, вылазит из руин и обнаруживает, что всех его сотоварищей пустила на котлетки для бигмаков местный мертвечина, повлезавший на свет из местного захоронения. Валигор долго горевал, общался с уже почившими собратьями, а в конце решил, что сокомандники должны воевать не сколько могут, а сколько надо, и использовать талисман. Само собой, артефакт жирает душу рыцаря. В результате Валигор экстерном оканчивает краткий курс по некромантии и сам становится оном заодно. Вид слонявшийся по округе дурно пахнущей нежити, видимо, сильно портил местным пасторальный пейзаж. Поэтому за Валигором отправили некого рыцаря, которому мы будем рулить во время игры. В путь нас отправляют с несколькими косарями золота на счете. Количество оного зависит от выбранного в меню уровня сложности, и влияет он только на это. Передвигаться по карте предлагают в пошаговом режиме. Крайне неудобно работает продление хода, на который приходится клацать ручками через меню или каждый раз жамкая клавишу звездочка. Видать, про User Experience в 2005 не особо думали. Изначально доступна только пехота, которую можно нанять в замке, после чего можно будет отправиться больно стукать по голове местную фауну. Всего ждут нанять 5 типов войск: крестьяне, пехота, рыцари, лучники и маги. А максимум в один отряд можно будет засунуть только 120 воинов. Крестьян же за всю игру дадут только 30 штук, и купить их нигде нельзя, так что целевое назначение этих юнитов остается абсолютно неясным, за исключением гипотетической еды для всего остального войска. Вам меня не жалко? Нежить же зеркально отражает наши войска, и юнитов с уникальными свойствами не имеет. Как можно понять, строка из анонса, обещающая нам 2 расы и 10 различных существ с особенными характеристиками. Ложь, вранеж, интерпретация. Ресурс в игре всего один, и это золото, которое впоследствии тратится на найм войск и приобретение расходников, которые применяются в бою. Улучшение же чего-либо отсутствует как понятие. Стартовый замок апгрейду не поддается, как и не будет во всех последующих частях серии. Главный герой также саморазвитием заниматься не желает, а с уровнем поддается прокачке только класс, от которого зависит инициатива. Эта скрытая характеристика влияет на то, кто ходит первым, ты или враг. Вместо маны герой использует золото, ибо персонажа магической науки не обучали, и он умеет кидаться во врагов с пылами только с помощью одноразовых расходников. Что забавно. При такой системе в игре нет лимита на заклинания, которые ты можешь зашпульнуть во врагов за один раунд. Сила в деньгах и все такое.
Вместо магической системы имеет знатный список недочетов. Так, самое последнее заклинание в списке наносит в разы больше объявленных в описании 100 единиц урона, а лечение практически не работает. Зато воскрешение работает более чем, но только не на погибших отрядах, что странно. Как пить дать, за него отвечает один и тот же кусок кода. Снаряжение в игру толком не завезли. Просто так подобрать его нельзя, и чаще всего ты получаешь его либо по квесту, либо отжимаешь у вражеских отрядов. Всего предметов в игре штук 14, и только половина влияет на характеристики персонажа. За балансом предметов в игре явно не следили, так как полный сет предметов фактически повышает все характеристики ваших отрядов в 4 раза, благодаря чему твой отряд из 120 рыцарей буквально ваншотает отряд из 120 рыцарей вражеских. Плюс предмет кирка явно не успели доделать, так как в теории с ее помощью нужно в добровольно-принудительном порядке призывать крестьян прямо из их домов, но предмет таким функционалом обделен. Есть претензии к построению квестов в игре. В них могут написать, что ты должен пойти и уничтожить какой-то там отряд, но какой конкретно не скажут, и тебе придется устраивать нежный геноцид, пока не найдешь нужный. В бою местный искусственный придурок настолько туп, что название искусственного интеллекта не может претендовать. Суррогат и болван абсолютно всегда будет атаковать ближайшую цель из наиболее опасных, какой всегда будут твои стрелки или рыцари, если лучники внезапно кончились. Про уровень графического и звукового исполнения сказать абсолютно нечего, кроме того, что оно хотя бы есть. Фон главного меню закатали в однообразный градиент, собственной анимации заимели только юниты и заклинания, имеющие от 2 до 5 фреймов. Озвучили игру минимально, да и о чем тут можно говорить, если в игре всего 9 звуковых файлов, а в самой игре ты слышишь от силы штуки 4. Пиксель-арт в классическом понимании присутствует лишь в зачаточном состоянии. Но стоит отметить, что игровые объекты ты распознаешь на карте без каких-либо проблем, спасибо хотя бы за это. На большинстве строений подобие теней присутствует лишь минимально, и то не везде. Несмотря на то, что места для элементарного дизелинга и прочего смешивания цветов явно хватало. По качеству исполнения Age of Heroes видно, что Qplays пытались выдать законченный продукт, но опыта разработки у них было немного. Даже если предположить, что с разработкой помогал Дмитрий Корнилов, разработчик Quest of the Hero для Palm OS, то сделал он там не сильно много. Недостаток опыта геймдизайнера в будущем сильно аукнется в Age of Heroes 2, ужас из подземелья, в котором присутствуют достаточно досадные и даже нелепые ошибки. Если часть недочетов Age of Heroes можно еще было бы списать на отсутствие команды тестировщиков, то косяки, которые переходят из части в часть, вряд ли можно спихнуть на это. Игру можно пройти за 1-2 часа, и как для своих размеров и года выпуска она выглядит неплохо. Когда я прошел ее во второй раз, спустя полгода, специально ради этого обзора, многие раздражающие аспекты и вовсе отошли на второй план. Но эта игра выглядит скорее как проба пера, нежели как что-то, что должно было действительно отложиться у людей в памяти. О самой ненавидимой лично мной части серии Age of Heroes я расскажу в следующий раз. На этом все. Всем всего.